Что мне нравится в таких местах, что они не раскручены среди туристов. Вообще мне нравится такое спокойствие, утреннее спокойствие в этом городе. Видимо, чуть позже, когда начнутся наводнения, здесь будет водопад. Здесь вот меч, щит и что-то даже написано. Я достаточно проникся этим местом, и я не шучу, я говорю это искренне. Похоже, я на самой высокой точке. Поднялся быстро, но подзапыхался. Турки поселились здесь, перестроили и укрепили. No? Окей. Окей, sorry. Не пускают меня. С добрым утром! Вчера вечером по темноте я прибыл в Боснию из Дубровника, и свое ознакомление с этой страной я решил начать с города Столац. Именно здесь я нахожусь в данный момент. Поздно вечером я здесь вообще ничего не увидел, так как все было покрыто тьмой и едва работало пару пивнух. Но сегодня, проснувшись утром, я сразу же решил посетить главное сооружение этого города. Это Видошская крепость. От моего хостела сюда ведут ступеньки. Как некоторые из вас знают, я обожаю крепости, обожаю лазить по ним. А еще больше всего я обожаю рассматривать те ландшафты, которые открываются со стен этих древних сооружений. Внутри крепости тут придется полазить по ступенькам снизу вверх и сверху вниз. Вход сюда бесплатный. Видно, что здесь все натурально, ничего не реставрировали. Есть немного грязи. Это то, на что я всегда обращаю внимание. Не так, чтобы совсем засрано, как это было, например, в крепости Скопье, но приубрать здесь стоило бы. Красота! Видно также одну из башен крепости. Всего здесь таких 13 башен, которые расположены вдоль стен. Вот, кстати, центр города, там, где видны минарет, часовая башня и относительно новая церковь. Здесь же я заселился, прямо в центре города. Что мне нравится в таких местах, что они не раскручены среди туристов. Нету каких-то там продавцов с магнитиками на входе, нет кассы, да и вообще практически нет людей. Я встретил только 3 ребят, когда сюда заходил, они выходили, и все. Я при полной тишине просто насладился моментом. Интересно, вот я вижу, на горе есть такая башня, как будто бы снайперская вышка. И на той стороне горы такая же самая башня. Немножко я вам покажу центр. Кстати, в 5:30 утра меня разбудил местный муфти, призывая на молитву. Крепость — это не единственная достопримечательность в этом городе. Помимо нее здесь есть еще и водопад. Вот к нему я сейчас и последую.
Первоосновна школа. Я так понимаю, что это школа для начальных классов. Вообще мне нравится такое спокойствие, утреннее спокойствие в этом городе. В таких местах я себя больше чувствую в своей стихии, чем в условном Кракове или Дубровнике. Thank you. Voila. Взял себе бурек за 3 марки. В километре от центра есть вот такой водопад, который называется Провалие или Провалие. Он так полувысохший, точнее река полувысохшая. Вот, видимо, в этом месте, где я сейчас стою, водопад обычно перетекает с верхней части реки в нижнюю часть реки. Но, видимо, сезон дождей пока что еще не начался. Сегодня 2 ноября. Видимо, чуть позже, когда начнутся наводнения, здесь будет водопад. А сейчас все, что можно увидеть, это вот эти 2 струи по ту сторону реки. С водопадами Столоца не сложилось, но ничего страшного, потому что у меня по плану сегодня главный водопад Боснии и Герцеговины, Кравица, и я надеюсь, что он меня не подведет. Так что поехали на Кравицу. При выезде из Столоца я решил остановиться еще в одном интересном месте, которое прежде всего привлекло мое внимание тем, что является объектом ЮНЕСКО. Речь идет о монументальных средневековых надгробиях, которые называются стечки. Такие надгробия встречаются в Сербии, в Черногории, в Хорватии и в Боснии и Герцеговине, в 4 странах. В 2009 году все эти страны подали заявку в ЮНЕСКО, чтобы их включили в этот список. И в конечном итоге 30 таких некрополей было включено в список ЮНЕСКо. Большая часть из них, 20 с чем-то, находятся на территории Боснии и Герцеговины. Где-то я вычитал, что из всех 30 некрополей это единственный, который вроде как платный. Но вход, сам ресепшн, я вижу, закрыт, и я просто зашел со стороны. Всего здесь свыше 130 таких стечек, и половина из них представляют вот некую форму. По предположениям, этот некрополь начал формироваться в XIV веке, а затем в течение 2 столетий пополнялся этими плитами. Вот здесь, кстати, видно четко образ человека, и он поднимает правую руку вверх, а левой держится за пояс. Как бы я скептически не относился к этому месту, прежде чем я сюда попал, я уже поменял свое мнение, оказавшись здесь. Я, честно сказать, так и не спешу прям покинуть это место. Очень интересно. Здесь вот высечены животные какие-то, то ли лошадки, то ли ослики. Здесь вот меч, щит и что-то даже написано. Мужик поднимает руки вверх, по обе стороны дети. Справа еще меч с щитом и наверху какой-то узор. А вот здесь прям видно, как женщины водят хоровод. Не знаю, получилось ли мне передать мне это на камеру, но я достаточно проникся этим местом, и я не шучу, я говорю это искренне. Вот я и прибыл на парковку водопадов Кравица. При входе на водопады здесь есть такие прилавки, продают всякие сладости местного производства, сувениры. А здесь вообще, посмотрите, какая красная, красивая листва на фоне всей зелени, которая ее окружает. Вход сюда стоит 20 марок.
400 метров. Вот указатель показывает, чтобы спуститься по ступенькам к водопадам. Вот он, каменный оазис Боснии и Герцеговины. Чем-то мне напоминает Плитвицкие озера. Чуть девчонок не подстрелил. Видно, что боснийский игрок. Сейчас мне местные ребята рассказали, что 4 месяца здесь не было дождей, поэтому сейчас вода относительно низко опустилась. В зимний период времени, когда здесь есть множество дождей, говорят, что половина этой крыши, этой кафешки под водой. Вы представляете? Тур на лодке стоит здесь 20 марок, столько же, сколько вход в сам национальный парк. И я, скорее всего, возьму этот тур. В общем, в итоге я прокатился за 10 марок. Я вначале скинул на 15. Парень сказал, нет проблем, поплыли за 15. В конце, когда я расплачивался, у меня была 50-ка и 10-ка. На 50 у него не было сдачи. Он сказал, ты можешь сдать мне 10-ку, это окей. В общем, он мне рассказал, что летом обычно люди купаются на вот этой стороне, и вода здесь около 23 градусов, и ежедневная посещаемость около 5000 людей. Сейчас же вода 16 градусов, тоже достаточно, как по мне, купальная погода, но почему-то я не вижу никого, кто бы окунулся здесь. Я заказал себе свиные котлеты. Выглядит это по-свински, но на котлеты не похоже. Если честно, изначально я планировал здесь только попить пиво, но после нескольких глотков у меня разыгрался аппетит, и я уже решил пообедать. В общем, я буду двигаться дальше. Вообще, сегодня я следую в Мостар, где планирую переночевать, но по дороге в Мостар я планирую посетить еще один интересный городок, который называется Почетель или Почетель. Блин, я не знаю, как правильно ставить у них ударение. Вот так выглядит Почетель. Город-сказка средневекового стиля. Город-крепость. По сути, весь город, он же является старым городом. И сейчас я планирую окунуться в средневековье и пройтись вдоль старых стен, вдоль старых улиц этого города. Внизу старого города здесь множество кафешек, всяких сувенирных прилавков. Но я, пожалуй, начну подниматься в гору. Крепость была построена в конце 14 века, чтобы защитить дорогу к морю
вдоль реки Неретвы. Здесь очень приятный дворик, да и внутри довольно-таки ухоженно, красиво. А вот это дерево прям, мне кажется, дополняет красоту этой мечети. Так, что мы тут имеем? Есть вот эта башня напротив, мне кажется, она самая высокая. Но я вижу, что и справа тоже есть стена, и мне кажется, тоже на той же высоте, как и эта башня. Похожая на самой высокой точке. Поднялся быстро, но подзапыхался. Как видим, в этой крепости жилые дома. Значительное отличие между той крепостью, которую я посетил сегодня в Столоце. Я их даже не стану сравнивать, потому что это совершенно две разные крепости. Красота. Особенно красиво смотрится река с высоты крепости, которая протекает вплотную с городом. О, кстати, я вижу, строят мост высокий. Здесь, кстати, наверху есть также парковка. Но я думаю, я правильно сделал, что парканулся внизу. Эта крепость должна была стать главным рубежом в обороне от наступления турков. Турки в конце завоевали эту крепость в 1471 году, но стратегического значения это место не утратило. Турки поселились здесь, перестроили и укрепили. Уже приблизились к этой башне, которая до этого виднелась со всех сторон. Теперь видим противоположный обзор. Красота, а? Не правда ли? Кстати, не факт, что эта башня будет сейчас доступна. Я думал, что там туристы лазят на ней, а это рабочие. Я вижу, они там крышу ставят. Натуральный гранатовый сок. Стоил 3 марки. Здесь вообще гранаты на каждом шагу. Прям гранатовый рай. Как я и говорил, здесь что-то ремонтируют. No? No entrance? No. No? Окей. No. Окей, sorry. Не пускают меня. Ну что, такой интересный и насыщенный мой первый день в Боснии. Надеюсь, вам понравилось. Я показал немало мест. Сейчас уже 3 часа 10 минут. По идее, еще много что можно успеть. Но после 4 уже начнет темнеть, поэтому я сейчас бахну пиво и поеду в Мостар. Спасибо, что досмотрели. И увидимся в следующем выпуске в Мостаре и в других городах Боснии и Герцеговины. До встречи.